Всем привет! Вы на канале Virtus.pro. Сегодня вместе с Жекой и Джеймом мы будем смотреть ваши хайлайты. Мы выберем лучший хайлайт, и победитель получит клевый мерч с турнира EVC. Подписывайтесь, ставьте лайки. Погнали! Первый игрок Евгений с ником Pennyroll, 24 года, 644 эла. Премьер он не играет, он дефейст, я так понимаю. 3 года, в детстве играл в CS 1.6 и Сурс. МХМ на топ-медиа контроль. Бам. Хома 44. Ну, убили Андрюх. Андрюха, 44-летний. Пошире бы взял. Бам, первый дабл на турнире. Оверсу. Ну, такое, не прям. Дабл на лаке, но для 600 эла это солидно. Солидная эйс, как будто там тяжело давать. А как вы оцените стрельбу игрока с шутела? Ну, на 3 из 5. Даблкил был удачей или скиллом? Это удача. Дабл это всегда Скилл. удача. Удача, всегда, абсолютно. То есть редко бывает, когда, знаешь, моделька идет, ты ее выравниваешь в другое, но это прям раз в год, может быть. Я ставлю 2. 2 двойки мы ставим тебе. Сейчас мы будем смотреть Ильяса Пеле или Пее. Непонятно. Ему 16 лет, у него уже 2500. Вот это солидный парень. 4 года играет в КС, как бы уровень сейчас. Да. Он играл как Пеле. Новый процессор опять. 35 тысяч стоит. Цены как будто не поменялись 10 лет недавности. Да не, все. Я уже вижу, это мой, это мой брокер. 1. 2. Оу. Оу. Мейн. Не, ну... Не, ну солидно. На 4 точно. Ты так примешь бы? Честно сказать, нет. Потому что я не окажусь на Эдварде. Но... А может это мета? Подумай сейчас. Ну вот этот фраг, первый, честно сказать, вот если проанализировать, как будто чел всегда выпрыгивать должен. Ну типа, ну он его добивал из-за этого, да, флешек нет. Ну если флешек нет, то, конечно, можно и принять. Ты можешь соперников просить, чтобы они не кидали только при Вот этот фраг, вот его, на него надо настраиваться, понял? Я в Зиге, когда стою, слушай, они топают, я понимаю, что так, надо поставить прям, что он выпрыгнет, потому что если ты ставишь в окно, ты никогда не попадешь. То есть это закономерно не попал с первой пули, сразу ну, пикнул. это база, чел достает юсп и просто раскидывает всех с юспа. Сразу пикнул бэдом, тут он мог упасть, этот парень не реагирует, и он к нему на прицел, уже такое. Но все равно, относительно того, что мы смотрели, это сильно. Перерыв между катками. Самое время закупиться припасами. Пицца, бургеры, напитки и многое другое с доставкой прямо на базу. Яндекс.Итс или Яндекс.Еда дает скидку на первый заказ в твоем регионе. Выбирай промокод и приятного аппетита! Четвертый фраг с тела, я не знаю, сколько хп, наверное, он хаешка, да? А он же молик хаешка. Он 3 или 4 в тушку дал, там армора не было, типа. А, ну это еще и типа эко был, да, какой-то? Ну да, такой типа. Ну, поэтому даже 3,5 я так проанализировал второй раз. 3,5? Да. Ну, я, в принципе, согласен. А как ты его оценишь, стрельбу? Вот это хорошая стрельба. На 2, ну, уже сразу видно. На 2,5. Вот, то есть до этого 3 было вот у 600 Элла, а вот это 2,5 сейчас. Да. То есть какая-то необъективная оценка. Не кажется тебе? А мы там 2 поставили. Да, но по стрельбе ты ставил тому 3, а этому по стрельбе ты ставишь 2,5. Не, по стрельбе я тут ставлю 4. С половиной даже. Он все четко сделал. А как он играет для 16 лет? Стоит ему вообще дальше? Вот стоит, определенно стоит. Это талантливый игрок. За 2 года, ему только будет 18, а за 2 года, сам понимаешь, можно быть кем угодно. А вот как композицию вообще занял? Ты как снайпер? Хорошую? Ну, если он против Эка занимает Эдвард и моликами ХС топит, как будто неплохая. Вообще там люди были все красные. Ну все, ты берешь это себе на заметку. Ну, против Эка я бы Б не принимал, если честно. Ну, вдруг так происходит, что ты оказываешься на Б с АВП и идет бараж. Как будто я бы за плен убегал. То есть давай тогда назовем это мув Пеле или Пее. Пеле, да. Говоришь, просто делаю Пеле, делаю и все. Пеле, да. Все. Запомните, ребята, в тимспиках услышите мув Пеле. Да. Насколько сложно давать такие этапы? Ну, не особо сложно, если честно, не тяжело. Ну вот, все. Да.
То есть ты еще потренируешься с этой позиции, и будет вообще Да. конфетка. Только без флешек договоримся. Ну, ты пиши только заранее перед раундом. Следующий игрок Роман с ником Федор. Что? Роман с ником Федор. Роман с ником Федора, 21 год, 1224 элла, 7-8 лет стажа у него. Давайте посмотрим. 2 в 5. Это как будто что-то солидное. Раз. Первый. Второй. Ой-ой-ой, сейчас третий дал. Его мага зовут. Не, это фишинг, ты с таким же радаром играешь? По центру карты, который стоит? Нет. Или... Я не помню. Скорее всего, да. Но у меня он... Ой, Ну, ты это чё? какой-то... Дьявол. Ты хорош. Жек, может, «Хмели Сунели» посмотришь? Я думаю, ник, дело в нике, я также напишу свой TM в конце, понял? «Хмели Сунели». Нет, GMTM, понял? Вот так вот, что было. Virtus.pro TM. Это прикрытие называется. А бомба закрытая. Первые два ноускопа хорошие. Нужно ли тренировать ноускопы? Нужно. Конечно. Нужно тренировать. Импактнее ли фликать, либо же наводиться более плавно. Ну, зависит от ситуации. От игрока, наверное, и от их наводки. Потому что есть игроки, которые фликают только. Ну, исключительно типа Моноси, Симпла, понял? А у них просто стиль АВП стрельбы, они больше фликают, всегда. А есть такие, как Девайс, понял? Которые постоянно, медленно, ну, плавно Наводятся, вводят. да. Но в этой игре как будто лучше фликать, если честно, в CS2. Ну, поэтому... Потому что там, типа, вот, в CSGO ты мог навести, ну, реально наводиться мог, там тебя с пулей могли не убить. Но тут преимущество пикающего сильнее, поэтому... Давай 3,5. 3,5. Ну, тоже в школе же нет оценки 3,5. Тогда 3.8. Вот, Серега. Серега Микина, 32 года. 20 тысяч премьер, стаж с CS Source. Непонятно, сколько это, ну, с CS Source, в общем. CSUR за 2007 где-то, 5. Когда ты с 1.6 или ты с Source? Ну, я играл в 1.6 Ну, вначале. тогда я просто даже не знаю, когда пик пал на Source. 2010, наверное. 7, 8, 9, 8, 9, наверное. 3-4 версия. Это я играл больше, чем с CS. Ну вот, видишь, а ты говоришь, что ты не... Не, я играл и в Point Blank тоже, против динозавров. Раз, смотри, кому там что-то первый, Это фильм. второй. Тарантино снимал. Тринадцатый фильм. Не, ну, солидно. Я не знаю, короче, все. Я беру Дигл. Я тебе серьезно говорю. Ну, это уже не серьезно. Залетают Но я не девки. верю, что я всю жизнь посвятил Counter-Strike, и я с Дигла не смогу попасть. Понимаешь? Ну, знаешь, одного всегда можно ну, вот Затыкать. Да, второй, вот типа на одну выбежал, и инфа есть по ним, понял? А вот второй уже, когда надо навестись, вот это с ним проблема у меня. Хорошие два первых тапа. Да. Пятого хорошо. 1 в 5 брал. он что-то сделал. Ну а так, в принципе, хороший клатч 1 в 5. Он попал 3 хедшота с Дигла. Это был удача или же скиллом? Да я думаю, скилл. Скилл. Ну, 32 года, ну какая удача, все Конечно, уже. ну Только на себя имейте рассчитывать. совесть, ребят, как бы. Тут только скилл. Только скилл. Только скилл. Ну а так, по поводу клатча с Дигла, я только по 250 помню. Такой прям хороший клатч 1 в 5. Прям идеально помню его, прочувствовал. А вот там что пошло не так? Не договорились? Не, на самом деле, какой-нибудь клатч жесткий с Дигла, ну, наверное... Simple против Simple. Virtus.pro. Да и я просто куча у меня в голове таких клатчей. Поэтому я помню вот клатч еще Ника вот на нюке тоже с Диглом хороший, с 9. Да. Тоже кибербуллинг. Шучу, конечно. Моменты, вот если какой-то момент, прям Моментов легко много. могу найти. Девайс на оверпасе. Монстр, когда против Виталия. Это же не клатч был. Это клатч был. Да. 1 в 4 он был. Нет, там 2 в 4 было. Они типа сейвить уже уходили. А 2 в 4 не клатч? Ну, клатч это ж типа... Ну, тогда можно и 3 в 3 назвать клатчем. Все правильно. Все, тогда давай по-другому мыслить. Ну да. Ну, тогда таких моментов куча. Да, миллион. Ну, все. Но ты точно помнишь, что он не один был в 4? Точно, точно. Ну, давай посмотрим. 1v4. Ну, вот девайс момент, да. 1 в 4, да. 1 в 4. 4,2 я поставил. Ты поставил? 4. Все, окей. Артем Дапси следующий. 22 года ему. 2650. Стаж 10 лет. 10 лет.
2 высших образования. Так он получил просто бакалавра в КС. Не бакалавр, мне кажется. Почему? 10 лет можно кандидатом стать в науках. Магистратуру просипался. Первый. Дима Ак убил. Паша Нож, Дима Ак. Или материться сразу же, это что такое? Походу в смену не пошло, понял? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бамха есть еще на минус 50. Это вот этот вот клатч сразу, Роки? как тот глок, нет. Ну, вот как вот тот чел с глоком уже видно, что человек разбирается, упрыгивает, понял, хаешку дал Да, по физике. А сколько у экзамен. него дал? 2700 практически. Может быть, сейчас уже и 2700. Да, 2700, 10 лет, 22 года. Ну, неплохой, да, хороший. Мой среднестатистический тиммейт в преме. Молодец. Еще в том, на самом деле, ну да, молодец. Среднестатистический. Клатч хороший. Правильно ли решил встать в камере ситуации 1 в 3? Да, я думаю, Да, да. единственное- У него нету других выходов. Там смог под камерой. Только 9 пушить. Ну, там читать тебя будут, если ты не в камере потом. Да. Чел идет с банана крайний, по идее. Это тяжело, тут надо, чтобы такие клатчи, только надо, чтобы кто-то ошибся, либо ты инсейн даешь. Ну, как он и сделал, по Да. сути. Как вы относитесь к динамическому виду прицела? Почему большинство игроков на статистически? Ну, потому что, наверное, спреить тяжелее с динамикой. Да, есть такое. Но и Ников, и Simple играли в какой-то момент. Ну, играли, да, но... Короче, Но они тапали. если ты заметишь, что в CS2 вообще люди ушли от Style 5. Вообще. Да. То есть все плюс-минус пришли к одним и тем же прицелам. Там сейчас в CS есть 3 прицела, которые просто стоят у всех. Там 2 минус 3, 1 минус 4. И, по-моему, еще прицел Точка? 1 минус 3. Вот третий прицел. И знаешь, какой еще? Вот как Ника старый, только Но- с Тикнесом. Понял? И, но Style 4. Я понял, да. Я с таким играл. 4,5, наверное, да? Ну, как вот тот Глок раскрутился, по сути. Я 4,5 ставлю. А, или тому снайпера поставил 4.3. Следующий Денис Панкрат. Возраст 23 года, рейтинг 9000, стаж 3 года. Не, ну это точно Панкрат. Тоже мы На мандарины дети. А какой вив-модул Ну, приятный? смотри, какие аватарки вроде. 9000 премьера. Блин, красивый этот Глок, кстати. Карамельное яблочко, да? Неплохой. Ты вроде с ним играл когда-то. А, у тебя ночь был, ночь. У меня 0. У тебя вообще весь сет ночи был. Не прям весь. Как он возьмет? Ой-ой-ой-ой. Это Ой, эко? Ой, он фулл эко возьмет, а не 5. очень тяжелый фраг. Что-то прям не должно быть такого. А, не, если серьезно. Раз. И понял, что в КТ чел, да? Ну, это хороший. Это хороший. Это 4 и 5, наверное, минимум. И может пятерочка вообще? Пятерочка, это же. Ну смотри, фулл эко, он с бомбой против фулл бая. Ну, не скаут. И- Или он взял его. Хорошее принятие решений, я не понял, как он промутился без инфы, если честно, в дефолт. Ну, это база на премьере 9000. Насколько сложными были шоты со скаута, на самом деле Тяжелейшие. 3 и 4 были прям хорошие. Это где без ума и в КТ. Прям Да, ну, хорошие. без ума это млак. Даже в ЗИК хороший был. Типа он выбежал на широком, за экран, навелся. Допускал ли игрок позиционной ошибки? Наверное, нет. Там все быстро Нет, было в он моменте. все четко сделал. Вот этот клатч как раз-таки единственное, что ему помогло, то, что он промутился. Но это всегда возможно, что он промутился. Все остальное он прям четко сделал. Да. Молодец. Это хорошо. 4,5. Даем ему. Человека зовут Владимир, BL1337, ему 19 лет, 21 тысяча в премьере и 1400 в Элла. А вообще 21 тысяча в премьере, это много, ты не в курсе? Это много. Много? Да, Сколько сейчас максимально вообще Элла? Ну, было, когда я смотрел, Ой, 35 было у какого-то американца. ему стаж 1,6 именно, он год играл и 6 месяцев. Ну, У вот него- тут, может, не врет, потому что точно Не, знает. я знаю, да, не, я к тому, что он
четко прям пишет 1.6. То есть он знает месяц, когда он начал играть, и день тот помнит, Я, понимаешь? кстати, тоже, когда Steam купил, знаю, 31 декабря. Нет, Steam купил, но ты же играл Ну, и нон-Steam игру. до этого. Да, non-Steam. Ну вот. Я скажу тебе так, я играл Там лет еще- 10, наверное, нон-Steam до того, как я купил Steam, если не больше. Больше. Черное прошлое. Как там? OpenGL, OpenGL, знаешь такую программу? Да. OpenGL. Да. Это научился. Ой-ой-ой. Нет, я точно теперь Дигл беру. Нет, меня замотивировали, слушай. Вот эти ну всё. это как? Ну вот. 4 фрага, но они были красивыми. Смотри. Как будто на дасть Первый. боком. Смотри. Ну, это базовый, на самом деле, чел. Второй. На размен вышел. Иди сюда, говорит, Дигл, третий. Ну, хорошие такие фраги. 4.1. Очередные ваншоты с Дигла. Это оружие самое идеальное для хайлайтов? Вот тут просто как бы такой вопрос. Ну, как будто... Да. Ну, красивее всего, наверное, смотрится. Точно. Да, еще такая тема есть, что ты каждый раунд на миксах берешь дигл, и у них он прям заточенный. Да. Мы-то гранаты берем, что-то там пытаемся. Как вам моим игрока? Я скажу так, от себя. Я им никогда не сужу, потому что у меня такое понятие. Даже самые неумелые игроки хорошо стреляют с дигла. Ну, есть такое, да. А именно имки может выиграть только каждый. Поэтому по диглу сложно понять, на самом деле, скилл игрока. Ну, кстати, есть такое. Согласен, что скилл понимается там, как человек спреет именно с калаша, как он двигается. Нет, если человек умеет спреить, то он из дигла умеет, но ты можешь не уметь Не спреить. факт, я скажу тебе. Да? Ну, я считаю, что я могу спреить хотя бы чуть-чуть. Ну, ты Умею. из дигла умеешь, просто не берешь его. не Если факт. ты каждый микс брал бы его, ты бы так же брал. Это так работает. Да? Simple, сколько я на Мираже буду ходить? 20 лет. Конечно, он там будет попадать. Все знает. Ну, в общем, мы ставим ему сколько? 4-1? 4-1, да. Ну, ты ставишь 4-1, я ставлю 4-0. Да, давай. Просто 4-1, это очень странно. У тебя прям жестко как этот подсчет пошел математически. Зачем мне 5 баллов дают, извините? Гоша Феникс, 20 лет, 1500 чела, играет 2 года. Посмотрим, как он за эти 2 года научился играть в Counter-Strike. Вообще, если он 2 года стартует, он же вообще даже не может. Он вот для него Петя, у Пети карьера 2 года. Ну, вот они примерно в один момент, один начал на про-уровне играть, другой в PS. Да. То есть Петя для него как пример для подражания. Это новый еще, понял, Вертига? Чел уже. Не, ну, чё, конечно, за атаку куда смотрит-то вообще. Да он не понимает. Прикинь, он за раз в неделю заходит, там такая обнова, он что-то поменялось. Вот это, конечно. Значит, он упади направо. Душераздирающий. Он еще промахнулся, зарезал. Да, это было классно. Что делают? Тера? А какой это рейтинг? А ну покажи. Это 1500. 1500. Ну, Да, да, вот. неужели вот такая вот разница среди вот 2000 даже и Да, вот да, 3000 да, уровень конечно. игры на Там PS? же каждые 200 тел это уровень. Если Да? ты не можешь десятку апнуть, то ты типа прям... Как на мувы игрока во время раунда? Ну, не прям крутые. Вообще не было крутые. ничего особенного. Микро слабенькая. Наводка слабенькая. Но обхитрил. Своих пацанов он закрывает. А Молодец. опрометчиво ли было лететь с ножом? А у него пуль не А у было. него нигде. пуль нигде не было. Да, это... Поэтому Это он молодец, что это за масс. Плохо, что игрок за атаку не додумался, что тот из кольта уже пострелял, пули пистолет, закончились. да, С пистолета пострелял, Я пули уже когда закончились. 4 раза не попал, ну куда? Уже в тилте Уже просто куда? стреляешь пятый. Так, Enemy, конечно, плохо сыграли, прям ужасно. В такой ситуации вы перезарядились? Не, или нож, тоже? нож. Нож, Вот нож. только не до вчера Давид также зарезал Степана по подъеме. Поэтому, Данёкс? ну, я ставлю где-то прям 1,5 этому хайлайту, это будет прям с натяжкой даже, наверное. Ну вообще, Ну, он прям некрасивый хайлайт был, если Вот. честно. прям дискастинг. Хорошо. Пусть будет 1,6 тогда. Так, теперь Данек. Данек в сквизе, CS2, 14 лет, 1257 Элла. С 7 лет играет, то есть 7 лет стажа у него. Это много. Это очень много. Дети до там 12 лет, они себе вот так вот Женек, Данек, Витек называют. Ой-ой-ой. Не-не-не-не. Это Даниил какой-то.
Солидный парень. Ну, двигается он. Загоняет, он именно гнать пошел уже, посмотри. Санса какая. 2,5, наверное, донковская, мне кажется. Не, ну, молодец. Это хорошо. Еще раз будешь смотреть? Ну, он, ну, это прям, ну да, не, что, там затапал, продавил, успел, нет, что, это прям 4 и плюс, надо сейчас подумать. Как-то я такой выход вообще на плент. Это очень хороший Кайрон, так постоянно делал. Ну, типа, Да? на Мираже особенно, мне кажется, это имба на фейсите. Постоянно так делал? Я так не могу Не, сделать. вопрос, постоянно так делал? Кайрон, ну да, часто. Троих. Да, и донку. Не, ну, не так хайлайтил. Именно вот так же убегал с пули в КТ. Бежал, понял. Вырубал зиг и спрейл в голову. Нет, сейчас все молодые вот так играют, конечно, сейчас. И это хорошая вещь. На просто такие мувы прокатили. Ну, у единиц. Тот, кто с У пули Кайрона, у Донка. Кайрон, И Донк Рейн. и Рейн. Вот Кайрон, Донк и Рейн. Могли бы КТ остановить такой картину? Да, могли. Просто надо было не боком стоять и муваться нормально. Вот. Поэтому, ну, вообще, ну, в целом, для 1257 L это очень жестко. Короче, ставим ему где-то, ну, 4 я ставлю. 4,23. А это что за округление такое? 4,23, Ну, хотя бы и 2 надо поставить. 4,2. Так. Следующий игрок Шуз. Его зовут Шуз, и никнейм тоже у него Шуз. 19 лет, 3400 L, стаж игры 10 лет. Но сейчас 3400, ну, наверное, до обнуления он написал это L. Сейчас у него 3200, наверное, либо 300, либо Ну, 2900. как у меня, как у тебя. Не, у меня больше. Да, я тебя Я в умоляю. топ-100 России вхожу. Я тоже. Да? Топ-70. Тогда я в топ-20. 3,389 у тебя. Неплохо. Ну ты же Элла Бузер, я забыл. Наверное, отец фанатеет по кроссовкам. Собирает данки. Ну, это уже начинает наводиться, не спрейт. Сразу видно 3400. Значит, у тебя выходит. Ну, как будто... Ну это прям next level по отношению к другим. Да, это 4,7. Вот это может где-то к пятерочке. 4,8 ставлю, все четко. 4,8, ну я 5 давайте поставлю. Лучше, думаешь, не существует хайлайт? Здесь нет. Ну, здесь, да, я думаю. Типа, ну, соперники некоторые... Кто на процене мог бы сделать похожий хайлайт с Юспа? Ой, все, наверное, прям вот Все, да. каждый, наверное. Ну, кроме, может, Укси, Керригана. Нет, Да я не Керриган знаю. может. Вот Керриган может. Без стрельбы людей нет сейчас как будто. Да. Сейчас остались хорошие игроки только на просцене. Которые Вы каждый делали может минус видеть 5 на хайлайт. пистолетке на просцене? Ты делал? Конечно. Я тоже, может быть. Да я делал. Не раз, мне кажется. Так, следующий. Максим, Нест 32. 17 лет, ему 200 евро. 2 года и 2К часов. Ну, вообще, Сервер играет. не так много он играет. В год в целом 2К наигрывается. То есть он меньше среднего еще играет. Меньше среднего. Это смог фишечный. Это надо проанализировать. Запиши, Андрюх. Ниндзя, убили. А у него конфиг не как твой, на маус 5 АВП, на маус 4 нож, Еще рамп должен быть. на двоечку пистик. Кейф либо стол. Я не знаю. Кейф идет. Кейф нет, это рампа. А, Ну, у него сенса больше. может быть не дефайте. Ну, ты вот так смотришь на сенсу, ты понимаешь примерно сколько у него? Ну, у него где-то 2,5 максимум. Минуте два челажа. Да. Надо пускать. После того 3500 как будто бы... Что-то я вот так посмотрел, я не знаю, что посмотрел. Такой невнятный. Ничего особенного, прям... Даже этот глаз не зацепился у меня ни за что. Да, последний фраг был, наверное, базовый Да. максимально. Момент для защиты в данном моменте, ну, вообще классический, не тяжелый. Это просто ретейк на эншите со светлой. Ну, даже не то, что бы, наверное, ретейк, там тебе заходили еще. Ну да, поэтому ставим мы ему 2,5. 2,5 прилетов. Кирилл Жамке Или. 21 год, 2500 Элла, 3 года стабильно.
А так с 1.6. Ну, 3 года стабильно. 1.6 мы не берем, правильно? Ну, можно, наверное, и так думать. Стабильно. Тут маленькая, тут двоечка. Ты вот эти стрейфы рейтишь? Погоди, это Sony наушники? Да, подожди, что? Было серьезно. Лак? Это лак, да. Но относительно всего, что мы смотрели, это топ-2 точно. С Юспиком, мне кажется, он более красивее. Ну, в общем, даблкил смог это точно удача, потому что, как сказал Жека, до этого любой даблкил это точно удача. С ноускопа, наверное, это базовый килл. Не прям чтобы Он уже жестко. на кураже выбежал, он Да. там не нацелился, ничего, там повезло на самом деле, что он залетело. Можно ли натренировать выстрел без прицела? Да, можно. Я видел, как снайпера тренируют это, поэтому я думаю, точно. Но зрелищность хорошая, зрелищность, наверное, 5 из 5. Ну, типа дабл, без ума, Ну да. все четко. Конечно, двигается чуть медленно, но зато попадает АФК-шоту. Молодец, 4-5. Давай 4. Ну, ставь 4. Снайпер тяжело еще с CS2, ты прикинь. CSGO такое, конечно. Следующий, Артем Инсоми, да? Артем Инсоми, 26 лет, 2500 Элла. С 16 по 17 плотно тренил, пытался играть открытый и закрытый квал на турике. Потом армия, сейчас играет для души просто. ФС не заходит на данный момент. То есть это... Это с премиума. Не, я просто не понял, а как он ФС не играет, а пишет Эл только. Наверное, в тот момент 2500 было у него. Вот Карин бежит по флешке. Вот что за смув. Смув переход. Флэш. Да нет, все четко на самом деле делает. 2 лонг, 2 в 4. Вот это, конечно. Опа, на машине сел бы. Луи Виттон. Луис Виттон. Так. Ну, Хороший мув, по-моему, по карте, не прям плохие. ну, позиционно он всех четко всех убил, молодец. То есть фраги, если честно, профессиональные. То есть по Парычу, в Зиге, выжег 90 и в конце запушил. Типа, ну, Но он не зря открытый квал же играл и закрытый. да, чел профик, сразу видно. Килл в фулл-блайнде удача. Ну нет, это не удача, потому что он поставил прицел, на моделька вышла в первый тайминг. То есть это тоже скилл. Делали вы киллы в официалках полностью в блайнде? Да, бывало, Было? приходилось. У меня, по-моему, не было, если честно, еще ни разу. Ну ничего, все Прям впереди. слепую? Всё Это впереди. прям когда ты экран белый. Да, когда full флэш, full blind. Я Расскажешь в blind. потом? Да, тут там главное Поставить прицел? часто в этой ситуации находиться. То есть флешки не надо доджить. Э, Ставим ему мы, конечно, 3,5 за грамотное перемещение. Ну, троечку. Следующий Данил, Дэн Варик 1. Дэн Варик 1. 14 лет ему, 828 Л. Стаж 2 года. О, я уже вижу, тут хайлайт должен быть сумасшедший. Это как меня принимают в треме, типа. А мы не можем никого убить. Не-не-не-не. Это выход. Так может вы так же делаете, просто такой же выход примем? Неплохой. 4,2 ставь. 4. Не прям зрелищный, потому что команда слабая, но все четко сделал, молодец. Тяжело такое принять, даже на премии. Ну да, 4 будет тут. Хорошая им. Им хорош. На ум, на Б-планте, на Мираже приходит какой хайлайт? Cold Zero против Молспорт. Наверное. Simple этот, с авиком миллиард хайлайтов. Ну, у меня есть тоже, кстати, в пистике за заднего с Юспа хайлайт. Да, вот. Поэтому у меня он приходит в голову. Что не так сделала эта сторона, все не так сделала. Плохо выходило. Выходили не в Ужасно. трейд, не вместе, никто не Так, и
Заключительно Никита Дизер. Ему 18 лет, 200 евро у него. 7 лет стажа солидно. То есть тут будет сумасшедшая какая-то. 1 в 5. Ну, вишенка на торте. Бомба еще. Не, ну тут, вот тут 1% как будто. Это дает 90%. Так, 10% типа, чтобы выиграть. На бомбу забил, смотрит аркаду. Опа. Уже 30% на победу. Ну, не сказать, что вот этот четвертый ошибся. Он уже был в такой позиции, что, ну, да-да, нет-нет. А вот это? Да, это ошибся в хлам. Мышка нормально будет все? Тоже где-то 2,5, 2,2. Один в один. Ну, как будто сейчас у него 10%, чтобы выиграть. 20 секунд. Он топает. Бомбу нельзя поставить закрыто, только фейк и темку смотреть. Ну да. Выбегать надо было парню все. Да не, ну тут ошибок парочку прям от КТ. Грубейших. Ну, первый, третий, И четвертый, наверное. четвертый и пятый мог выбежать. Ну, типа уже. Подойти на шифте в смог и выбежать. Да, чтобы тяжело было попасть. Прокомментируй действия последних 10 секунд хайлайта. Ну, КТ заранее начал топать, из-за этого атака знала, где находится враг. Из-за этого выигрался клатч, я считаю. Ну да, ну то есть последние 10 секунд. Как сказали, единственный шанс у него, даже я сказал, это фейкануть, темку посмотреть. Если там не выйдет, то все, там пончик, скорее всего, игрок. Как бы вам мув с байтом на бомбу? Это единственное правильное решение. До конца ставить не вариант. Как будто бы, ну, 100%. Чтобы делать это все, то же самое сделал бы. И даже это похоже на мой розыгрыш на фейсите. То есть надо просто ждать, пока люди ошибутся, и они это сделают. Инсейна нет, но грамотно все сделал. Долгий раунд, 1 в 5. Молодец. 3,8 поставлю. Все. 3,5 от меня. Что же, ребята, победил Шуз с хайлайтом на эншите, с юспа, 5 хедшотов, молодец. Получит мерч с турнира в Риаде. Поздравим его все вместе, давайте похлопаем. Молодец, победил. Всем спасибо, кто смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь. Также присылайте свои хайлайты, мы обязательно еще посмотрим их и увидимся.